on my pillow, leave the winter on the ground. Великая сила искусства. Автор Айя. Соавтор Адарада читает Кэт Уиллот. Глава 36. Тимин пришел в кабинет напарника, рассказал ему о случившемся и обо всем, что узнал от Намджуна уже с утра. По всему выходило, что им следовало бы поехать к Ханзе и поговорить с ним. Свидетели в галерее уже дали показания. Чон Хасок приехал туда еще вчера и наводил порядок, когда полиция собрала улики. «Если что, я могу поехать один». Чимин видел, как поменялось лицо Тэхёна при имени Ханзе в этом деле. Наверное, ему было не очень приятно. Но этот человек снова замешан в том, что Тэхёну приходилось расследовать. Пусть и косвенно, но снова замешан. «Но я поеду», — решил Тэхён. «Наверняка он знает об этом куда больше полиции и нас. Уверен, он уже кое-что раскопал. Кажется, Ким Сак-джину очень повезло, что сначала он обратился к нему. Хотя это и не делает чести нашим правоохранительным органам. Они не виделись после вчерашней проведенной ночи, и Тэхён отчаянно скучал. Ловил себя на том, что хочет позвонить или даже приехать, но не мог. Не мог этого сделать, пока в голове метались сомнения о роли Чонгука в смерти Мин Юнги. Однако давать Чонгуку лишний повод думать, что Тэхён его просто избегает, он не собирался. Появление Ханза в доме пришлось подождать. Девушки пригласили агентов в отдельную комнату, предложили им чай и угощение, сообщив, что хозяин вернется не раньше, чем через час. Оказывается, он не все время проводил дома. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — сказал он, наконец вернувшись. «Я не буду спрашивать, почему вы приехали ко мне. Это слишком очевидно. Позвольте, я сам начну без лишних вопросов. Времени мало». Он сел напротив и задержался взглядом на Тэхёне чуть дольше, чем на втором агенте. По понятным причинам. Но говорил он сейчас как осведомитель с агентами бюро, и больше никак иначе. Знаете, в чем прелесть небольших государств? Их проще контролировать. Все связи короче и не так запутаны. Но более ценны этого не отнять. В наших кругах связи значат слишком многое. Ими дорожат, как драгоценностями, порой больше, чем деньгами. У каждого есть свое место, своя зона ответственности для простых людей. Это их дом и семьи, для тех, кто берет на себя больше все остальное. Сейчас что это уже не дело полиции Сан-Франциско, не дело Федерального бюро. Это наше дело, мое личное, если хотите. Мне отвечать за тех отморозков, что решили пренебречь нашими законами и договоренностями. Я пока не знаю, откуда они взялись и каким образом буду их доставать. Но я уже в процессе. Слишком много я могу заплатить, если это сойдет им с рук. Чимин взглянул на Тэхёна, выслушав Ханза, но не совсем понимая, что он хотел этим сказать. «Господин Хатори, меня не интересует, чем конкретно вы занимаетесь и какими способами достигаете целей», — строго сказал он. «Но не от вас я получаю задания, от своего руководства. Вы им все-таки не являетесь, к счастью. И мы здесь, чтобы задавать вопросы, а не выслушивать лекции об устройстве вашего маленького мира в рамках нашего общего государства». Что-то его снова злило. Может, то, что этот ювелир под маской японца пытался отстранить их от дела? От дела, которого Чимин по-своему ждал? Тэхён примиряюще поднял ладони над столом. «Господа, прошу вас, давайте обсудим вопрос конструктивно. Господин Хатори». Он едва заметной улыбкой постарался смягчить официальность обращения. «Мы понимаем вашу личную заинтересованность, но здесь все еще теория Сан-Франциско и юрисдикция Соединенных Штатов. Мы просим вас держаться в рамках законодательства». Он обернулся к напарнику. «Чимин,
мягко позвал он. Давай без оценочных суждений. Мы в конце концов пришли за информацией. Да какие уж тут суждения, фыркнул тот, но притих. Господин Ким, это к тому, Ханза перевел на Тэхёна взгляд, что если в нашем городе появилась организованная криминальная группа, о которой я ничего не знаю, то у меня могут быть проблемы. И не потому, что я не успел сообщить о ней в бюро. Держаться в рамках законодательства – это несложно. Но держать остальных куда сложнее. Тем более, когда не знаешь, кого держать. Мне нужны фотографии трупа. Подробные фотографии. Вы можете их достать? Давайте действовать сообща, хотя я привык работать один, а не как вы. Могло бы показаться, что этот смешок после прозвучал как-то ревниво. Мы совсем не против действовать сообща. Тэхён кинул на Чимина взгляд, обещавший, что если тот скажет хоть слово, он его просто загрызет. Но это предполагает взаимное доверие и согласованность действий. И дело возглавит бюро. Возглавлять оно может что угодно, заметил Ханза, откинувшись на спинку стула. Всю грязную работу все равно делать мне. Что вы за человек, господин Хаттори? Наконец спросил Чимин, не испугавшись взгляда Тэхёна. Сначала так вовремя делаете копию украденного колье. Теперь приезжайте на место преступления раньше полиции и нас. Чем вы нас еще удивите? Не окажется ли в итоге так, что вы уже знаете тех, кто это сделал, и пытаетесь замести следы? Раз ваши связи вам так дороги. Стоило бы его загрызть, конечно, стоило бы. Ханза слегка наклонил голову, глядя на него очень пристально, но оставался невозмутим. Поверьте, господин Пак, если бы я хотел их замести, то это не заняло бы у меня столько времени. Да и вы не сидели бы сейчас здесь, ну или я. Как вы достанете мне фотографии трупа? Я не успел достаточно хорошо его рассмотреть, а словесного описания часто недостаточно для полной картины. Да что же вы оба как дети, буркнул Тэхён. Чимин, мы работаем? Работаем, отозвался тот. Ну, ты не зря сказал о доверии и согласованности действий. Если тебя ничего не смущает, ладно, я доверяю тебе. Он сложил руки на груди. Рукав задрался, обнажая запястье с браслетом. Ханза не мог на него не взглянуть. Мне еще раз спросить про фотографии? Я могу забрать их сам, но вы мне тогда вообще доверять перестанете. Нужны именно фотографии или предпочтешь взглянуть на тело еще раз сам? Деловито поинтересовался Тэхён, легко переходя на «ты». Он не понимал, почему Чимин сейчас шипит, чуть ли не сильнее его самого при первом визите в мастерскую. Но предоставить возможность этим двоим договариваться было бы равносильно потере не менее часа-двух времени. Оба были по-своему хороши на самом деле. На таком я и не надеялся. Но если ты можешь это устроить, то, конечно, лучше лично осмотреть труп. Ханза сложил руки на столе. При нем не было документов, но порой ни один паспорт не может рассказать так много, как татуировки или украшения. Тогда вечером, окей? Уточнил Тэхён. Приходи после 7. Я проведу тебя, не привлекая внимания лишних глаз. Почему Ким Сак-джин позвонил тебе? Он рассчитывал на помощь? Почему-то он решил, что я могу быть в этом замешан. Ханза дернул плечами. Помощь предложил я сам. Я приеду. Есть что-то еще, что ты можешь сейчас сообщить. Тэхён обвел помещение взглядом. Почему-то ему казалось, что здесь можно говорить свободнее, чем в стенах его кабинета. Уровень безопасности был точно не меньше. Пока нет, но к вечеру все может измениться. Ответил Ханза и скоро проводил их к выходу. Вот ведь угораздило, а? Возмущался Чимин уже в машине. Тэхёна, почему мы не могли с тобой выбрать себе простых,
обычных парней. То похититель драгоценностей и талантливый художник, то этот и этот. Я вообще не могу подобрать ему определение. Талантливый ювелир, любезно подсказал Тэхён. Что-то на него взъелся сегодня. Я уж боялся, мы просто уйдем вообще ни с чем. Потому что он не просто ювелир Тэхёна. Чимин вцепился в руль, как будто тот ему чем-то насолил. Ладно бы. Сидел, просто делал свои красивые стекляшки. Валял тебя хоть по всему дому. Приходил бы к нам в гости на ужин, пожалуйста. Но это... Что за мафиози вообще? Что он себе позволяет? Кто он вообще такой? Тут ты сразу не понял, кто он вообще такой, изумился Тэхён. Еще когда мы впервые пришли. А насчет хоть по всему дому обидно было. Чимин слегка сбавил обороты. Я не думал, что все так запущено, признался он, взглянул на напарника слегка виновато. Извини, наверное, я просто забыл, как нужно себя вести, когда на задании. И еще Сакджин. Вот ведь тоже угораздило. Слишком часто в последнее время личное смешивалось с работой. Но Чимин пока к этому не привык и не мог спокойно относиться с холодной головой. У нас вообще никаких причин нет предъявлять ему какие-то претензии, миролюбиво заметил Тэхён. То, что Ким Сакджин сказал в частной беседе Намджуну, не равно тому, что он говорит следствию. Формально мы знаем о его звонке и о визите Хатори только неофициально. А Хатори Ханза, ну вот он такой. Это дело наверняка задевает его интересы, сферу его влияния, опять же. Ну и, может, сыграла симпатия к Сакджину. Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Мы выбирали себе их, потому что они очаровывают, потому что они талантливые. Ну вот, так и занимались бы тем, чем талантливы, заворчал Чимин. Но нет же, надо красть драгоценности и осматривать трупы. Тэхёна, я просто волнуюсь за тебя, признался он наконец. Не хочу, чтобы тебе было так же больно, как мне. Тэхён вздохнул, признавая его правоту. Мне его не остановить, тихо сказал он. Разве что ума хватит вовремя остановиться самому. Но у меня такого еще не было. Чтобы и влекло, и манило, и при этом шерсть дыбом. И у меня столько к нему вопросов. С ума сойти можно. Сам ты его к трупу проводишь? На всякий случай уточнил Чимин. Ты претендуешь? Фыркнул Тэхён. Провожу. Поезжай домой пораньше и отдохни. А то ты у меня кусаешься, мой дорогой друг. Знаешь, о чем я никак не могу перестать думать? Неожиданно для себя признался он. Насколько они были знакомы с Мином? Вот и спроси у него, вздрогнув, ответил Чимин. Хотя я сомневаюсь, что ты услышишь в ответ правду. У таких людей она всегда своя, далекая от истины. Украшение для тебя он заказывал у Хатори. Я не спрашивал, но вижу его работу. Хорошо, что Чимин уже остановил машину, а то бы точно врезался куда-нибудь. Что? Твои украшения работы Хатори Ханза, повторил Тэхён. Поверь моему глазу. Но... Чимин сглотнул, вытаскивая на свет кулон, рассматривая его вновь, потом покрутил браслет на запястье. Ну почему именно он? Разве в городе мало ювелиров? Господи, Тэхён, ты понимаешь, что я только что подумал? Прости, нет. Тэхён покачал головой. Расскажи. А что если он имеет отношение к смерти Юнги? Это первое, что пронеслось у Чимина в голове, как вспышка посреди ясного неба. Вспышка неизвестной природы с оглушающим звуком раскатным сопровождением. Вспышка, несущая за собой угрозу всему живому. И к похищению бриллианта, и к смерти Юнги, прошептал Чимин. Что, если он подставил Юнги, убив его? Черт, Тэхёна, прости, это слишком жестокая мысль.
Этого быть не может. Я понимаю. Агент Пага замотал головой и так крепко сжал кулон в кулаке, что, будь эта уточка живая, тотчас бы перестала жить, не успев даже крякнуть последний раз. Книга. Вдруг вспомнил Чимин почти отстраненно. Книга, которую забыл Юнги. Она была на японском, и он обещал вернуть ее владельцу. Зачем бы Хатори его убивать? Озвучил Тэхён мысль, что не давала ему покоя. Не ради Дегажа, но о картине он пока не готов был заговорить. Пока не вижу причин. Но, Чимини, в этом деле все слишком друг с другом связано. Все знакомые и все, черт возьми, что-то не договаривают. Я не говорю сейчас, лгут, но о чем-то замалчивают и все. И у каждого из нас почему-то есть свои причины, чтобы закрывать на это глаза и защищать тех, кто дорог. Понимаешь? Чимин кивнул, как будто бы и не услышал его. Посыльный, который забирал книгу, привез этот браслет. Черт, Тэхён, пойдем уже выпьем кофе. Я сегодня как будто не в себе. Они встречались, и бриллиант был еще на месте. Тэхён подергал себя за прядь волос. Пойдем и съесть чего-нибудь не мешало бы. Глава 37. Хатори Ханза знали не только в отделении Нью-Йоркского бюро. Сказать вернее, здесь, в Сан-Франциско, его знали гораздо лучше. Хотя он очень старался не выделяться. Спрятал волосы под капюшон куртки-ветровки, неожиданно бутылочно-зеленые. Надел очки и даже джинсы. Он стоял у входа в здание бюро, дожидаясь там Тэхёна, сообщив охраннику, что пришел к нему. Но и охранник с ним вежливо поздоровался, узнав. И некоторые старшие сотрудники, закончившие работу и покидающие отделение. «Тьфу ты!» — ругнулся он себе под нос. «Вот ведь глаз-алмаз у этих федералов». Тэхён поспешно спустился, как только ему доложили. Улыбнулся охраннику. «Это ко мне!» И махнул Хатори. «Пойдем. Сразу в морг или выпьешь кофе?» «Можем начать и с кофе», — ответил тот, подойдя. Снял капюшон с головы. Черт с ним, все равно он уже засветился. «У тебя отдельный кабинет», — уточнил он по пути к лестнице. «Да». Тэхён кивнул, провел его к нужному кабинету и закрыл за ними дверь. «Садись, сейчас сварю». Когда они только познакомились, Тэхён счел, что такой человек, как Хатори Ханза, пьет только зеленый чай. Но нет, он пил кофе у него на кухне, да и сейчас. Конечно, Чонгуку очень хотелось его поцеловать за закрытой дверью, но это была его территория, Тэхёна. А понятие территории Ханза чтил как никакое другое. Так что он сел и сообщил, пока Тэхён занимался приготовлением напитка. Я пока не нашел их следов. Но подозреваю, что они не местные. Либо заезжие гастролеры, либо парочка сбежавших мигрантов, решивших, что здесь можно нажиться и обустроиться. Конечно, есть еще вариант, что они просто чьи-то прихвостни. Но тогда это точно кто-то из наших их послал на дело. Ведь даже самый последний идиот японского происхождения не станет воровать для американца. Гордость. Слишком большой и тяжелый камень в любом японском саду. Его просто так не выкинешь. Мы сняли отпечатки пальцев и послали запрос в Центральное бюро. Тэхён поставил перед ним исходящую паром чашку с ароматным напитком. Ждем результатов. Ну и нужно поговорить с Ким Сак-джином. Я читал полицейские протоколы, но у меня остались к нему вопросы. Думал сегодня успеть, но один дракон охраняет его, как принцессу в замке. Он хохотнул. Ханза благодарно кивнул, взял чашку и легонько подул на нее. Чернота его глаз была глубже, чем в этом напитке, особенно когда он смотрел на Тэхёна. «Твой напарник, хочу я заметить, внезапно вспомнил он. Та еще бестия». «Чимин», — изумился тот.
Милый, вежливый, очаровательный молодой человек. Одно другому не мешает. Ханза сделал глоток. Но я его, конечно, понимаю. Наверное, он волнуется за тебя. Мол, с кем ты только связался. Волнуется? Не стал скрывать Тэхён. Я же тоже за него волнуюсь. Кстати, расскажешь, как давно ты знаком с Мин Юнги? Хаттори слегка прищурился. Какое это имеет значение? Личный интерес. Тэхён пожал плечами. Это секрет? Нет. Хаттори сделал еще глоток и поставил чашку на стол. Но меня немного удивляет, что ты задаешь мне личные вопросы у себя в кабинете, хотя даже не поцеловал, когда появилась такая возможность. Тэхён заулыбался, но не двинулся с места. Так и стоял, опираясь бедром на противоположную часть стола. Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Конечно, хочу. Иначе бы я об этом не говорил. Чонгук откинул голову. Особенно, когда ты улыбаешься. Я тебя обязательно поцелую. Попозже. Тот понизил голос. Сейчас в здании слишком много людей, а мои коллеги редко стучат. Пожалей мою репутацию. Если ты закончил, можем идти? Интересно, а кто будет волноваться за меня? Мол, с кем я связался? Фыркнул Чонгук и поднялся из-за стола. Идем. А с кем ты связался? Разве я плохая для тебя компания? Чонгук приблизился к Тэхёну, обхватив его пальцы своими. Но это было единственное, где он его коснулся. Наоборот, очень хорошее. И расплылся в широкой улыбке, замерев вот так на пару секунд. «Если бы ты знал, как я за тебя волнуюсь!» — со вздохом признался Тэхён, выделив голосом «как», и прижал на миг их сплетенные пальцы к своей щеке. «Пойдем». Он освободил руку и первым вышел. Наверное, ни один поцелуй не произвел бы на Чонгука такого же эффекта, как слова, которые он услышал. Он глубоко вздохнул, но не стал спорить. Мол, не надо волноваться, я буду осторожен и все такое прочее. Он просто принял их, поверил им. Он не отбивался от чужого волнения о себе. Когда они оказались в помещении морга, Чонгук вытащил перчатки и надел их. Судя по его движениям, четким, уверенным, без единой эмоции на лице, он не впервые контактировал с трупами. Он вертел этого мертвого японца, как хотел, осматривая. Иногда приходилось склоняться очень близко. Зрение все-таки было не очень. Тэхён не мешал, наблюдал со стороны и с интересом. Он сам не был большим специалистом в человеческих трупах. Предпочитал доверять выводам экспертов. «Что скажешь?» — спросил он, наконец, когда Чонгук закончил. На что стоило обратить внимание? На татуировки. Ожидаемо ответил тот, ведь больше всего прочего рассматривал именно их. Возможно, у меня будет информация о нем раньше, чем вы получите отчет по отпечаткам. Вот это... Он указал пальцем на небольшую черную рыбку, пристроившуюся на плече покойного. Вот это я знаю. Знаю, в какой банде их били каждому участнику. Только ее уже нет лет 10 как. Правда, главарь все еще жив. Он хороший мужик. Я думаю, мы договоримся. Хочешь, поедем вместе, раз мы уж работаем сообща? Давай, кивнул Тэхён. Я только позвоню Чимину, и можем ехать. Стоило, если не позвать с собой напарника, то хоть сообщить, куда он сам собрался. Ты отдыхай, не жди меня. Вдруг я задержусь, мягко проговорил он в телефонную трубку. Только будь осторожен, ладно? Нахмурился Чимин, и это было прекрасно слышно. Конечно, пообещал Тэхён. Буду. Он положил трубку, надел легкое пальто и, наконец, обнял Чонгука, прижав к себе. «Ты такой непривычный сейчас, но все равно очень красивый», — сказал он, трогая губами кожу за ухом. «Кажется, тебе все идет, все, во что ни наряди». Не хотел слишком выделяться, но не получилось, да? Чонгук вцепился в него в ответ,
прикрыл глаза на пару секунд. Может, волосы подстричь? Не надо, как-то жалобно прозвучало. Мне очень нравится. Все получилось, просто ты сам по себе красивый. Уверен, приди ты в кимоно, а тебе бы знал весь квартал. В кимоно я хожу только в своем квартале, но иногда надеваю в люди, когда есть настроение. Свободной рукой Чонгук погладил волосы Тэхёна. А мне так нравится твоя прическа. В ней столько свободы. Тэхён подставился под ласкающую руку, прижмурился от удовольствия и строго сказал: «Поехали. Ты на машине?» «Нет, на лошади», — забавно фыркнул Чонгук. «Конечно, на машине. Позволишь тебе отвезти?» «Я тебе даже носить меня позволил». Тэхён ласково ему улыбнулся. Может, на Чонгука на улице обращали внимание из-за его ярко-красной Toyota 2000. Двухдверный спорткар, конечно, был как спелый фрукт среди камней. Сложно не заметить. Усадив в него Тэхёна, Чонгук не разменивался на мелочи. Он ездил с ветерком, даже когда никуда не торопился. Выжимал из своей машины все и иногда, конечно, плевал на правила, несмотря на то, кого везет. Ему удалось все-таки выпросить одну фотографию подстреленного преступника, потому что сейчас, вечером, он вряд ли успел бы где-то проявить пленку и распечатать те снимки, которые сделал в морге. Они могли бы отложить эту поездку на завтра, но... Сегодня Чонгуку снова не хотелось расставаться с Тэхёном. Раз уж он внезапно получил такой шанс, то решил выжать из него максимум. Таков уж был не только стиль его вождения. Я знаю многих, кто отошел от всяких грязных дел и полностью поменял свою жизнь. Но человек, к которому мы сейчас едем, особенный случай. Он учился на врача, потом что-то в его жизни пошло не так. Может, решил, что там не сильно заработает. Сейчас у него своя детская больница. Очень хорошая, кстати. Надеюсь, он нас примет и сможет что-нибудь сказать. Ну, даже если не вспомнит ничего. Просто познакомишься с хорошим человеком и врачом. Я бы не стал отвозить тебя тем отморозкам, с которыми лучше не встречаться вовсе. «Ты помнишь, что я агент бюро?» — посмеиваясь, спросил Тэхён. «Встречи со всякими отморозками — часть моей работы. Хотя, конечно, по большей части обычно попадается публика довольно приличная». Справедливости ради, заметил он. «А ты давно работаешь?» Чонгук мельком взглянул на него. «Странно, что мы с тобой раньше не пересекались. Я бы тебя не пропустил». «С 65-го. Я бы тебя тоже заметил, не сомневайся. Как так получилось, что мы никогда не встречались?» «Может, кто-то нас берег?» — хохотнул Чонгук. «Если бы я встретил тебя в 65-м, даже не знаю, где бы я был сейчас. Ты слишком хорошо на меня влияешь. С тобой я становлюсь другим. Очень легко, но неизбежно становлюсь им даже не удержаться». «Я тогда не был таким красавчиком», — Тэхён фыркнул. «Мог бы и не произвести на меня впечатление. Наверное, просто все происходит в свое время». «Сомневаюсь, что тогда у тебя не было таких красивых глаз», — хмыкнул Чонгук и свернул с оживленной трассы к тихому району. Кстати, заглушив машину недалеко от дома человека, к которому они приехали, Чонгук заметил: «Я тебе не ответил, хотя ты так меня и не поцеловал. Но я не помню, как давно мы познакомились с Мин Юнги. Далеко не все твои знакомства я вообще готов обсуждать, особенно когда меня об этом просят. Если ты хочешь спросить еще о чем-то, спроси меня сейчас. Я не обещаю дать тебе всех ответов, но я постараюсь». Да, Тэхён действительно очень сильно на него влиял. Тэхён притих, пронзительно глядя. «У меня очень много вопросов, но я боюсь получить ответы.
тихо сказал он. Еще больше боюсь, что ты снова уйдешь от ответа или исказишь его. Я боюсь, что это встанет между нами. Я хочу выяснить все об этом деле, но в нем то и дело мелькает твоя тень. И мне тяжело. Я не хочу тебя подозревать. Чонгук внимательно посмотрел ему в глаза, не отрываясь. В чем подозревать? В его смерти? Я не убивала его, Тэхён. Это было чистейшей правдой. Это большое облегчение для меня, искренне выдохнул тот. В том, что ты был его сообщником при краже алмаза. В том, что ты вел нас по неверным следам. Не говори сейчас ничего. Он поднял руку. Ты его не убивал, это главное. А остальное, если оно есть, я как-нибудь переживу. Чонгук протянул ему руку, ухватившись за нее. «Поцелуй меня сейчас же», — потребовал. Это требование было из тех, что выполнять приятно. И Тэхён целовал, потому что желал этого сам более всего на свете. С Чонгуком он и сам не знал полутонов. Отдавал себя всего и жадно брал сам, наслаждаясь каждым их поцелуем, как первым или последним. Глава 38. Хидета Аки, или, как его называли в лихие времена, Хаки, оказался и правда приятным мужчиной. Ему было слегка за 50, но выглядел он моложаво. Разговаривал с легким акцентом, хотя уже много лет прожил в Америке. Его американская жена находила этот акцент очень милым, поэтому он не спешил от него избавляться. Он отвел нежданных гостей в столовую, отпустил жену наверх укладывать детей спать. Сам налил гостям чаю. «Ханза, мальчик мой, я рад тебя видеть, но обеспокоен. Не случилось ли чего, раз ты так внезапно приехал и не ограничился звонком?» Хатори Ханза мальчиком давно не был, но это обращение ему было даже приятно. Господин Хидета годился ему в отцы. «Звонок стоило сделать, чтобы предупредить о визите», — заметил он слегка виновато. «Прошу прощения, что так неожиданно, но у нас есть несколько вопросов». Он вытащил из кармана ветровки фотографию, передал ее мужчине напротив и кратко изложил ситуацию, в результате которой этот человек умер. «Может быть, ты вспомнишь его?» «Некоторым людям очень к лицу смерть», — произнес Хаки на японском. Оба гостя его, разумеется, поняли. «Я его помню, хотя время его не пощадило. Ямада Такео, редкостный дурак с трижды сломанным носом». Он усмехнулся и отложил фотографию. Какого дьявола его снова принесло в Сан-Франциско? «Видимо, решил, что здесь слишком спокойно», — хмыкнул Чонгук. «У него остались здесь родственники или еще кто-нибудь?» «У него был младший брат. Все время хвостиком за ним таскался. Ума побольше, но слишком мелкий, чтобы все воспринимали его всерьез. Насколько я помню, они сбежали из города вместе. Как же его звали? Как?» Хидета пытался вспомнить, водя языком по воздуху, пока дверь за спиной Чонгука не распахнулась. «Тоши?» Конечно, увидев это лицо, он моментально вспомнил. Мальчишка тот уже не был. Мальчишки-то бегают с палками, но никак не с тяжелой винтовкой в руках. «Руки!» — прорычал Тоша, держа хозяина дома на прицеле. «Все трое!» Чонгук успел бросить короткий взгляд на Тэхёна и даже встать, обернувшись. Нужно было увидеть, сколько их принесло. С одним, да даже с 2 и 3 головорезами он бы в одиночку легко справился. Конечно, лучше бы это получилось с оружием. Но при нем сейчас не было ничего, даже простенького складного ножа в кармане. «Кто же приходит в дом к уважаемому человеку с такой наглостью?» — оскалился Ханза. Но руки все же поднял. В столовую завалилось еще 4.
Все как один с оружием, как будто это не столовая владельца больницы, а отделение банка. Только лиц они не скрывали. Видимо, хотели, чтобы Хаки их сразу узнал. Со второго этажа раздался пронзительный женский крик. И Хидета сжал зубы, понимая, что их больше. Они пришли вовсе не чаю попить. Тэхён вдохнул, плавно поднимая ладони. Повел взглядом наверх, на второй этаж, и вопросительно уставился на Чонгука. Да, в их совместной работе одного они не учли. Алгоритма слаженных действий вот в таких экстренных ситуациях у них не было. Тэхён даже не подумал обговорить что-то на такой случай. Они же шли в гости. Ты вообще обо многом перестаешь думать рядом с Чонгуком. Ядовито напомнил он сам себе. Пистолет был на плечной кобуре, подшитым на заказ пиджаком. Но он был один. «Что вам нужно?» — наконец спросил Хидета. «Опустите пушки, давайте спокойно сядем и поговорим». «Чтобы ты опять водил нас за нос?» — оскалился Ямада Тоши. «Нет уж, Хаки, говорить с тобой я буду сейчас только так. Где мои деньги? Деньги моего брата». Чонгук обвел взглядом столовую. Черт, ни одного ножа в поле зрения. И покосился на мужчину, к которому они все пришли. Так неудачно ни раньше, ни позже. И ведь мог же поехать сюда один, но привез с собой Тэхёна, посчитав, что здесь уж точно ничего не произойдет. — А я понятия не имею, о чем ты, — начал Хаки. Но Чонгук резко его перебил. — Рот закройте, господин Хидета. И вскинул взгляд в лицо Ямады. — Твой брат мертв, Тоши. Ты сам прекрасно это знаешь. И ты пришел не по адресу. Здесь нет никаких ваших денег. Какого черта ты о себе возомнил? Так не терпится отправиться следом за братом? Опусти оружие и прикажи своим парням это сделать. Мы с тобой все обсудим, а потом я лично посажу тебя на любой рейс, в любую точку мира с твоими деньгами. Если ты, конечно, меня не выведешь. И я тебя прямо здесь не прикончу. — Ты вообще кто такой? — зарычал Тоши. Чонгук прекрасно видел, как подрагивали его руки. — Ты что, коп? — Хаки, ты притащил в свой дом парочку копов? Охуенно ты устроился, я смотрю. — Он дурак? — негромко, но отчетливо спросил Тэхён, глядя на Чонгука. Или Вестернов пересмотрел. Он думает, копы стали бы вести с ним переговоры, обещать деньги? — Заткнулись оба! — негромко, но отчетливо спросил Тэхён, глядя на Чонгука. Гаркнул Тоши, держа на прицеле уже только Чонгука. Но Тэхёна из виду не выпускали еще трое парней, выстроившихся вдоль стены. — Обыскать обоих! — Только пальцем его тронь! — зашипел Чонгук, делая широкий шаг вперед навстречу двинувшемуся парню к Тэхёну. Он так удачно закрывал его собой, давая ей шанс достать оружие. Знал ведь, что оно есть, и остаться в тени. Если этим придуркам удастся отсюда уйти, хотя бы частично, пусть они запомнят его лицо. Лицо Хатори Ханза. Пусть в следующий раз они придут за ним, но не за Тэхёном. «Руки за голову и к стене!» — прошипел в ответ Тоши, кивком указывая своим парням обыскать обоих. «Вот ведь идиоты!» — почти устало проговорил Чонгук, поднял руки, будто слушался. Но как только один из парней решился подойти к нему, воспользовался шансом и хорошенько вдарил ему с разворота локтем в челюсть. Тот взвыл, складываясь и отплевываясь кровью. Чонгук размахнулся снова уже ногой. Как удачно он сегодня обулся, тяжелые массивные ботинки были просто созданы для того, чтобы ими выбивали чьи-то кривые зубы. Как удачно, что господин Хидета не попросил гостей разуться при входе. Еще один взмах ноги обезоружил второго. Чонгук почти играючи выбил винтовку из его рук и подхватил с пола эмку, доставшуюся от первого. Он больше ничего не говорил.
С идиотами бесполезно разговаривать. Он сразу же начал стрелять, правда, не попадал по целям. Может, из-за зрения, может, специально не хотел, чтобы в доме уважаемого врача была гора трупов. Не совсем идиоты, те рванули к двери. Отступали и даже тот беззубый, но Тоша пытался отстреливаться на бегу. Чонгук лишь отдаленно, словно это было не с ним, ощутил боль где-то слева. Пуля прошла по касательной. Чонгук моментально развернулся в поисках Тэхёна, а Хаки бросился наверх, к жене и детям. Тэхён сделал всего 2 выстрела. Одним перебив Тоше плечо и заставив выпустить оружие, а вторым в ногу. «Не уйдешь», — прошипел он стремительной коброй, бросаясь вперед. Его учили оценивать ситуацию в целом, видеть всех и каждого. Но он забылся, увлекся, да и в таких передрягах был всего ничего, и пропустил мощный удар, отбросивший его к стене. Плечистый парень подхватил Тоша и поволок к двери. «Тэхён!» — взвыл Чонгук, бросившись к нему. Ушедшие его уже не интересовали. Его собственный бок соднило под майкой, но он не спешил его проверять. «Ты в порядке?» Тот с трудом разогнулся, закашлялся. «В полном!» — прохрипел он, хватая воздух. Резко дернул Чонгука за руку к себе и зашарил по его телу ладонями, ощупывая. «Он сам цел?» Он выдавливал из себя короткие предложения, а в глазах плескалось то, чего Чонгук в них еще не видел. Голод тигра, вышедшего на ночную охоту. «Ай!» — скривился тот, когда пальцы Тэхёна коснулись свежей раны. Тут же задрал майку, чтобы посмотреть самому. «Ерунда, просто царапина. Блядь, ненавижу огнестрел. Никогда не попадаю». Возможно, не была бы талия Чонгука такой тонкой, и из него сейчас пришлось бы доставать пулю. «Какого хера ты вообще полез под пули?» От вида крови на коже Чонгука в голове Тэхёна что-то перемкнуло, вернув умение разговаривать связанными предложениями. Если они не отличались при этом логичностью, не беда. «Идиот! Герой недобитый!» А потом вцепился в эту талию, сполз вниз коленями на пол и прижался щекой, как зверь, как тот самый тигр, зализывая кровь на боку. «Не кричи на меня!» — успел рыкнуть Чонгук в ответ. Но потом замер, таращась вниз. «Тэхён, это ерунда, и похуже влетало!» Он почти прошептал, проводя рукой по его голове, словно пытался приручить этого дикого тигра лаской. Тот провыл что-то тихое, неразборчивое, но явно страдальческое ему в бок. Замер так ненадолго и поднялся на ноги, отводя взгляд. «Я вижу, что ерунда». Он достал из кармана чистый платок и прижал его к ране. «Иначе мы бы уже ехали в больницу. А так дождемся возвращения хозяина и попросим обработать и наложить тебе повязку. А заодно и рассказать, что это было вообще». Чонгук притянул его голову к себе, взяв за подбородок. Стер большим пальцем кровь с его губы. «Сказал бы я, что само заживет, но не хочу сейчас с тобой спорить», — проговорил он и ткнулся носом в его висок. «Прости, я не мог позволить им тебя трогать». Это «прости» разоружило Тэхёна полностью. Заставило все слова возражений, гнева, упреков остаться не то чтобы непроизнесенными, недодуманными даже. Он только сжал пальцы на плече Чонгука и, маскируя смущение, фыркнул. «В постели извинишься». «Сегодня же», — оживился Чонгук с улыбкой. «Господа, мне стоит вызвать скорую или полицию?» — раздался позади осторожный голос господина Хидета. Чонгуку пришлось отступить от Тэхёна и снова задрать майку. «Тебе стоит разобраться с этим, а потом снова поговорить с нами по поводу этих отморозков. Что за деньги с тебя требовали? Ты ведь уже много лет в стороне».
Хаки уложил его на диван, чтобы заняться раной, и отвечал в процессе. За эти годы много что происходило, Ханза. Ты же понимаешь, что прошлое нельзя полностью стереть. Недовольных твоей новой жизнью будет много, считающих, что раз ты тогда держал их под крылом, а значит и сейчас должен, пока не сдохнешь. Но с таким я сталкиваюсь впервые, чтоб с оружием, да еще и домой посреди ночи. Чунгук сжал зубы, когда рану снова тревожили. Потеряв брата, этот Тоша совсем озверел, да? Ты точно не имел с ним никаких дел после того, как ушел на пенсию? Хмыкнул он, покосившись на врача. Конкретно с ними нет, покачал головой Аки. Я этих братьев Ямада давно не слышал. Думал, что и не увижу больше никогда. Если когда-то я и должен был старшему что-то, то мы давно в расчете. И я не отпускала людей, оставаясь их должником. Ты знаешь, где они могут скрываться? В наших районах все чисто, я проверял. Никто про ограбление галереи ничего не слышал. Может, у них остались родственники здесь, кто мог бы их покрывать? В районе рыбацкой пристани у их отца был небольшой ресторан. Кажется, они там же и жили, ответил Аки. Но сейчас там уже все перестроили, конечно. Он распрямился, закончив, и посмотрел на второго парня, который наблюдал за ними. Вы в порядке? Ничего не болит? Душа болит, честно ляпнул Тэхён. За этого дурака. Опомнился, мотнул головой и сверкнул улыбкой. Все в порядке, доктор, извините. И спросил серьезно. Ваша семья как? Это не повторится? Вам нужна защита? Дети очень испугались, да и жена тоже. Мне им долго придется объяснять, что произошло, вздохнул господин Хидета. А за этого дурака вы не волнуйтесь, жить будет. Он попытался улыбнуться, посмотрев на Чунгука. Эй, я вообще-то ждал похвалы хотя бы от тебя. Тот приподнялся, поправив одежду на боку. А где же мальчик мой, как ты вырос? Тэхён прижал его к себе бережно, не тревожа пострадавший бок. Похвалите его, доктор. А то у меня слов нет, попросил он. Вы будете обращаться в полицию? Может быть, вам провести программу защиты, пока мы разбираемся с этим делом? Я не просил бы защиту для себя, но для моей семьи вынужден попросить. Кто знает, чем бы это обернулось, если бы мы задержались в столовой, а вы не пришли. Я вам благодарен. Вы меня спасли сегодня. Хаки улыбнулся им обоим, но задержал взгляд на Чунгуке. Тебе еще расти и расти, мой мальчик, высказал он. Но то, что я вижу сейчас, уже очень достойно. Вы дождетесь полицейских? Да, решил Тэхён. Дождемся. Ты потерпишь? Он бросил обеспокоенный взгляд на Чунгука. А потом я тебя отвезу домой. И деловито попросил. Могу я от вас позвонить в бюро? Сейчас все оформим. Конечно. Хозяин дома подвел его к телефону, а сам пока вновь удалился наверх, чтобы проверить, что дети точно успокоились. Хорошо, что у банды Ямада не хватило ума забрать кого-то из них. Чунгук упал обратно на диван. Чужое обещание поддерживало и заставляло не спорить. Хотя встречаться с полицией он не любил. При любых условиях. Ему фактически и не пришлось. Тэхён встретил и полицейских, и сотрудников бюро сам. Объяснил ситуацию, дал задание, уже согласованное с начальством по телефону. Когда кто-то попытался было дернуться к Чунгуку, он остановил. Он со мной. Никаких вопросов до официального отчета. И только когда все было решено, аккуратно подтянул Чунгука с дивана. Не уснул еще. Пойдем. И подхватил бережно под локоть, придерживая. Не уснул, отозвался тот. Наблюдал за твоей работой. Они вышли из дома.
Чонгук нашел в кармане ключи от своей машины и передал их Тэйхёну. Я думаю, надо поискать что-нибудь о семье Ямада. Может, в моих документах что-то осталось. Поищешь со мной? Тэйхён согласно кивнул, хоть и устал ужасно за этот вечер. А спина, которой он врезался при падении, ныла. Ну, конечно, помогу. Он пристегнул Чонгука, сел за руль и поежился. Впервые управляю таким чудом. Ехать будем медленно и печально. А вообще, он хохотнул, надо тебя попросить покатать Чимина. После этого он никогда не скажет, что я как-то не так его вожу. Не стесняйся, можешь разгоняться. Чонгук улыбнулся. А может, отложим все до утра? Примем ванну и ляжем спать? Не могу я разгоняться. Очень обиженно зафырчал Тэйхён. Ну, правда же, обидно на спортивном автокаре ехать, как черепаха. Я первый раз за правым рулем. Вообще не понимаю, как управлять все незнакомое. Хочешь? Он обернулся и посмотрел Чонгуку в глаза. Поедем ко мне. Ванны такой у меня нет, но я тебя ужином покормлю и с собой спать уложу. А Чимина куда мы денем? С усмешкой ответил Чонгук. Вы же все вместе живете, или я ошибаюсь? Чимина есть отдельная комната. Тэйхён не отводил взгляда. Он сам туда сбежит, едва тебя увидит. А мы шуметь не будем. Он тебя так боится? Фыркнул Чонгук, но согласился. Поехали к тебе, я не против. Он тебя вообще не боится. Но следы твоих укусов на моей шее его очень впечатлили. Тэйхён повернул ключ зажигания, заводя машину. Он решил, что ты меня затолкал в клетку к дикому зверю и все спрашивал, не больно ли мне. Стесняюсь спросить. Он что, раньше с таким не сталкивался? Чонгук вытянул ноги, удобнее устраиваясь на сиденье. Он же симпатичный парень. Неужели никому не приходило в голову его покусать? Нет, не сталкивался. Тэйхён на мгновение отвел взгляд от дороги. Он очень строгих правил молодой человек. Не смущай слишком его целомудрие, окей? Окей, согласился Чонгук со смехом. Хорошо, что ты не такой. Сочту это комплиментом, решил Тэйхён. Ехал он и правда не быстро, осваиваясь с новой для себя системой. Но удовольствие, конечно, получил от управления такой экзотической красавицей. Must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water.